В нашей семье есть многолетняя традиция записывать интервью своих детей в новогодний вечер, когда мы задаем им самые разные вопросы, которые соответствуют их возрасту, конечно. И это очень нравится детям. Они с удовольствием откровенничают и готовы отвечать на вопросы бесконечно. У родителей же есть прекрасная возможность и пообщаться не лишний раз с ребенком, и оценить уровень их знаний, где что еще надо объяснить, и, конечно же, услышать информацию между строк, чтобы вовремя направить ребенка или справляться самому, или развеять беспочвенные страхи и тому подобное. Конечно же, подобные записи невероятно интересно просматривать через несколько лет, и с каждым годом они становятся все интересней, ведь дети растут очень быстро, и их мышление, знания также стремительно развиваются. Если у вас есть ребенок, обязательно записывайте с ним хоть небольшие опросы, как только он сможет говорить. Это бесценная память и для вас, и для него. А сделать это можно просто и быстро, с любого смартфона. Сегодня мы хотим показать вам самое последнее интервью наших детей 31 декабря 2019 года. Сначала, конечно, здороваемся. Здравствуй. С Новым годом тебя! С Новым годом. Здравствуй. С Новым годом тебя! Спасибо. И вас с Новым годом. Здрасте. С Новым годом тебя поздравляем! С Новым годом. Здравствуй. С Новым годом тебя! С Новым годом. Привет. С Новым годом! Спасибо. И вас тоже. Что такое дружба? Это когда-то улучшат. Дружба – это когда не ссорятся, не обижают никого, дают своим, если что-то нету, свои вещи, не забирают ничего. В общем, делятся и любят. Дружба – это когда никто тебя не бросает, друзья друг друга не бросают в беде, помогают, уделяют много времени. Когда ты радуешь кого-нибудь, своего друга, и любишь. Дружба – это когда люди дружат. То есть, другими словами, делают друг другу приятное. Там, подарки дают, прочее. Чего нужно больше всего бояться в жизни? Кто меня пугает? Кто тебя пугает? Ты не помнишь, да? Да. Того, что ты делаешь грехи, или если тебя пугает. Вот я иногда думаю ночью, что кто-то у нас ходит и хочет что-нибудь взять. Бога, конечно же. Кого же еще? Только Бога бояться надо в прямом смысле. Нужно бояться его ослушаться. Бога. Именно больше всего в жизни надо бояться Бога. Что такое счастье? Так кто-то радуется. Это счастье, когда ты получил того, что ты раньше мечтал. Такое чувство, когда у тебя все хорошо, все идеально. Все как-то так, как ты хотел. Счастье – это слушаться родителей. Если слушаться родителей, то у тебя все будет в жизни хорошо. Счастье, когда человеку приятно, когда он находит удовольствие в жизни, когда он получает то, чего желает. Что такое бесхарактерность? Я не знаю. Топали ногами, еще что-нибудь делали. Это называется бесхарактерность. Это когда ты не грустный, не радостный, просто как сидишь как камень. Нет никакого ни радости, ни печали, ни грусти. Когда ты без профессии ничего не умеешь делать. Когда человек делает то, что неприятно Богу,
чтобы неприятно другим людям и прочее. Какая профессия самая нужная? Кто такой строитель, ты знаешь? Да, это кто строит. Кто такой повар? Это кто готовит. А какая профессия самая нужная? Строит. То, что, проповедовать о Боге из Библии. Самое нужное, я хочу сказать то, что самой нужной профессии нету. Потому что если бы строителя не был, и готовил бы, и был только повар, то повару бы негде было жить, потому что строитель бы не строил. А если бы строитель строил, а повара не было бы, то тогда строителю не в чем было бы питаться. Ну, скажу так, что строитель и, конечно же, мама с папой. Профессия мама с папой? Ну, Каждая профессия по-своему важна. Вот. И каждая профессия действительно нужна. Нельзя исключить ни одну из профессий. И повар по-своему важен, без него обойтись нельзя. И медсестра тоже важна, и поликлиника также. Каждая профессия по-своему особенно важна. Что больше всего нужно хранить и беречь? вещи свои, любовь и радость, и любить Бога. Больше всего своих родителей. Жизнь Чью? свою. Нужно, так сказать, сохранять, так сказать, памяти, так сказать. Нужно помнить о друзьях и близких, вот, которые, так сказать, ушли в иной мир. Назови 3 качества настоящего мужчины. Добрый, Еще. большой, сильный. Он добрый, вежливый и верующий в Бога. Мужчина должен быть скромным, сильным и трудолюбивым. Сильный, мудрый и, скажем так, что как папа. Как это назвать? Ну, так сказать, управляющий. Но это, другими словами, он может содержать дом отлично, чтобы, так сказать, чтобы в семье было хорошее, и семья была хорошая. Это первое качество. Любовь. Отец, сказать, если семья, любит, так сказать, своих, так сказать, детей, вот, заботиться о них и прочее. Еще плюс он любит свою жену, которая и так любит и делает так, что та от него, сказать, в восторге. Красота. Красивый мужчину делает не наружность, красивый мужчину делает то, как он себя ведет. Женщина, какая она? Красивая, добрая, большая. А женщину красивую, хорошую и любящую. Женщина должна быть красивая, тоже трудолюбивая и с хорошим характером. Женщина красивая, худая и мудрая тоже. Почти то же самое. Любовь, как любит своего мужа и старается угодить ему, чтобы тот был в восторге от нее. Она не слишком самодовольная, но тоже может содержать дом в чистоте, порядке и прочее. И, кстати, первое качество любовь, она также и детей своих любит. Третье качество – это ее также делает красивым поведением. Что такое любовь? Да, это когда все любят и внимаются. Это когда любят, вот, например, конфетки дает, подарочки, подсказывает в чем-то, помогает. Это называется любовь.
Любовь – это когда о тебе заботятся, тоже уделяют много времени. И дарят тебе всякие подарки, балуют. И все такое. Любовь – это когда любишь, подарки даришь, вот, угощаешь вкусно. Когда один человек и другой человек любят друг друга. Есть, так сказать, у слова «любовь» есть, так сказать, разные значения. Есть слово «любовь», так сказать, в семье, а есть слово «любовь» там между мужем и женой, и есть слово «любовь» между другом, между друзьями. Не так, как кукушка и петух из басни Крылова, а именно, как любить по-настоящему, делать действительно понятное то, как ты умеешь сказать пользу. Ну, другими словами, конечно, не просто то, что нравится другому человеку, и тут он делает просто то, что нравится другому человеку. Но при этом это по-настоящему. Это не должна быть, так сказать, заслуга за заслугу. Вот. Это должна быть действительно настоящая любовь. Пожелай всем что-нибудь на предстоящий год. Подарки, чтобы все были здоровы и не болели. Ну, может, 2. Еще чтобы велосипеды были. У всех, да? Ну да. Чтобы у нас был маленький щеночек и чтобы все у нас хорошо было. И чтобы никто не болел. Я желаю, чтобы в этом году у вас все получалось, все, чего вы хотели. Чтобы у вас было хорошее настроение в следующем году новом. И чтобы вы не болели. И всегда имели все самое лучшее. Желаю вам, чтобы вы были в жизни счастливыми, здоровыми и крепкими. Ну что, естественно, чтобы в 2020 году, во-первых, чтобы он пошел успешно, отлично. Вот. Это, во-первых, чтобы, так сказать, никто не заболел там и прочее. Вот. Чтобы каждый успех имел везде, и в бизнесе, и прочее. И, если естественно, его желание хорошее. Затем мы прощаемся и идем все вместе Пока. подводить итоги ушедшего года. До свидания. Вспоминаем все самое лучшее и важное, что произошло До в нем. свидания. И записываем в особую книгу благодарности Богу, которую мы ведем со дня свадьбы, то есть со дня рождения нашей семьи.